Сегодня я покажу вам рецепт португальского десерта паштел де ната. Эта выпечка готовится из двух составляющих – слоеного теста и заварного крема. И то, и другое мы будем готовить самостоятельно, и начнем с приготовления слоеного теста. Достаем из холодильника необходимое количество сливочного масла и разрезаем на пластинки. Теперь подготавливаем листок пергаментной бумаги и складываем его таким образом. Сгибаем один конец листа, затем складываем лист по бокам и сгибаем весь лист пополам. Выкладываем масло на пергамент и закрываем его со всех сторон. Начинаем с помощью скалки разравнивать масло внутри пергамента, чтобы получить равномерный прямоугольник. Когда масло распределено, отправляем наш пергамент на ровную поверхность в холодильник на полчаса. А в это время сделаем тесто. В пшеничную муку добавляем соль, а в воду добавляем лимон. Объединяем муку с водой, быстро перемешиваем ложкой, а затем выкладываем тесто на рабочую поверхность. Начинаем вымешивать тесто, стараясь образовать однородный гладкий шар. Это может занять 5-10 минут. Когда тесто вымешано, накрываем его пленкой или тарелкой на полчаса. Когда время вышло, подпыляем поверхность мукой и начинаем раскатывать тесто на столе в тонкий прямоугольник размером вдвое больше нашего прямоугольника с маслом. Достаем масло из холодильника и перекладываем на тесто. Закрываем масло тестом и скрепляем тесто по швам. Еще раз подпыляем рабочую поверхность и начинаем аккуратно раскатывать тесто. Складываем его в 3 слоя таким образом, как показано на видео. Даем тесту отдохнуть в холодильнике 30-40 минут. Когда время вышло, снова раскатываем тесто. Следим, чтобы масло не прорывалось и тесто не приклеивалось к столу. Еще раз складываем тесто в 3 раза и снова охлаждаем в холодильнике. Чем больше раз вы раскатываете и складываете тесто, тем больше слоев образуется в тесте. Я делаю это 3-4 раза, а вы можете сделать хотя бы дважды. Когда тесто готово к работе, раскатываем его достаточно тонко и скручиваем в рулет. Если вы предпочитаете готовое слоеное тесто, также тонко раскатывайте его и скручивайте в рулет. Рулет отправляем охлаждаться в холодильник и займемся приготовлением крема. В сотейнике соединяем сахар, воду, лимонную цедру и палочку корицы. В оригинальном рецепте используется белый сахар, но я взяла коричневый. Ставим сотейник на средний огонь и нагреваем до кипения. Периодически помешиваем сироп и доводим до состояния, когда след от лопатки не затягивается мгновенно. Переливаем сироп в емкость и избавляемся от цедры и корицы. В этом же сотейнике соединяем молоко и кукурузный крахмал. Перемешиваем все венчиком и снова ставим на медленный огонь. Доводим молоко до кипения и загустения, периодически помешивая. Снимаем сотейник с огня и перекладываем содержимое в емкость с сиропом. Хорошо перемешиваем крем. Добавляем яичные желтки, ваниль и еще немного молотой корицы по желанию. Перемешиваем крем до однородного, гладкого состояния.
он может получиться достаточно жидким. Так и нужно. Отставляем крем и переходим к тесту. Острым ножом делим его на равные части. Перекладываем кусочек теста в форму и надавливаем пальцами в середину, растягивая тесто по краям, тем самым полностью закрывая тестом форму. Проделываем то же самое с остальными формочками. Напомню вам, что если вам понравилось видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы первыми увидеть новые и интересные рецепты. Когда все готово, быстро переливаем в формы заварной крем, заполняя им 3/4 объема формы. Делаем это быстро, так как слоеное тесто быстро тает при комнатной температуре. Сразу после заполнения форм кремом отправляем противень в заранее разогретую до 250 градусов духовку на 15 минут. Готовые десерты вынимаем из духовки и даем им немного остыть в форме. Оригинальный португальский десерт паштел де ната готов. Приятного вам аппетита!